Итак, здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы поговорим про хаос. Довольно непростой был выбор на самом деле. Но я определился и готов с вами поделиться тем, что я считаю, скажем так, одними из лучших героев в хаосе. То есть вы можете быть с этим опять же не согласны. Я жду ваше мнение в комментариях. Пишите, высказывайте, как вы видите этот топ. Ну, соответственно, топ-5. И первое место я разделил на 2, опять же. Ну, точнее. И первое место, я считаю, больше никто пока с ним не может соперничать в плане ближников. Это Шаамуна. Я ставлю ее реально на первое место. Перед атакой призывает осколок затмения в первый ряд. Также эти осколки могут занимать все 3, соответственно, места. Также при атаке наносит 25 врагам вокруг себя и имеет контратаку. И имеет перманентный божественный щит. То есть пока жив хоть один осколок затмения, неважно, наложено на Шаамуну немота или не наложено, Шаамуна будет находиться под щитом. Соответственно, лучшая контра для нее это вот точечные ремувалы, вот такие вот по типу как Санта, который превращает в подарок врага, либо это в будущем мы о нем, даже в ближайшем будущем мы о нем поговорим, это Мертвый Лорд. То есть контра есть, бороться можно вполне с ней, это не является то, что она настолько хороша, она не идеальна. То есть она, например, слаба против летающих противников, так как она не может нанести урон. Но от всего остального, в принципе, она защищена. То есть все, что ей будет, там, кровотечение на нее вешаться, яды и прочее, все это будет оставаться под баблом. То есть она ничего получать не будет. Вот такое вот первое место. Я считаю, это идеальный танк. Но, конечно же, как и на любого здесь мега-пупер героя, найдется всегда своя контра. Также и на нее есть контра, и ее немало. Что касается первого места. Второе место, как по моему, опять же, мнению, делят это Ореох, орудие возмездия, и это Мертвый Лорд. То есть достойнейшие герои, что первый, что второй, просто обалденные. То есть Ореох это, соответственно, при появлении врага дает кровотечение ему ей и ее соседним врагам. Также атакован союзник, включая Варлорда, он крадет атаку у атаковавшего и имеет неуязвимость. Но неуязвимость не означает в абсолютном понимании этого слова. То есть на него также будут действовать кровотечения, яды, пробои там от того же Влада и прочее. Поэтому герой хороший, но, конечно, очень податлив немоте. То есть та же самая и острая, и любая другая немота. И он превращается просто в такой мягенький кусочек мяса. Вот что этого касается героя. Ну и, как я уже сказал, Мертвый Лорд делит с ним второе место. Также очень крайне сильный герой, но он силен именно в защите. То есть у него есть одно, скажем так, атакующее умение, но в основном это, то есть, призывает зомби в ряд. То есть, соответственно, вышел Мертвый Лорд, кого-то вам надо превратить в зомби, ту же самую Шаамуну. Все остальные 3 клетки вокруг него, ну, в ряду вертикальном, займут, соответственно, зомбики. Ну, вот у меня они 9-9, у вас они там будут меньше, там 4-4, допустим. Вот. При атаке превращает атакованного врага ближнего боя в зомби 2-2. То есть это может быть там Шаамуна, это может быть там кто угодно, тот же самый там Конг, или тот же самый вот Кощей. То есть любой ближник, кто против него будет стоять, превратится в зомби 2-2. Даже если вы потом зомби набафаете этого, ну как-то, допустим, он там станет 15-15, то если, ну, атака 20, допустим, зомби будет 30, у него будет здоровье, то вот с этой атакой он опять же превратит его в зомби 2-2. Если, соответственно, у него будет здоровье меньше, чем у нас атаки, то он, соответственно, получит, просто умрет.
И в конце хода он получает плюс 10 за каждого союзного зомби. То есть вот 3 зомби он выпустил в ряд, 30 он к атаке получит, если они все выживут в конце хода. Вот такие пироги. Это что касается второго места. Ну и по поводу третьего места тоже будет 2 героя, которых я считаю, ну, пожалуй, на данный момент опять же лучшими у Хаоса. Это будут Доминус, Властелин Роя, и это будет Фредди, которого я всеми силами пытаюсь ловить в магазине, еще где-то пытаюсь качать, но, к сожалению, очень мало мне его падает, и поэтому он у меня пока только такой. Но я очень хочу прокачать этого героя, он очень силен. По поводу Доминуса. Доминус Властелин Роя. Перед атакой получает доп. Атаку. То есть он проатаковал первый раз 2 раза. В следующий раз он проатакует 3 раза. Там в следующий ход он проатакует 4. Ну если к тому времени, соответственно, его не убьют. При атаке наносит урон врагам вокруг себя в радиусе 2 клетки. И исцеляется на сумму нанесенного урона. То есть вот это умение нужно, конечно, прокачивать. У меня вот он готовится к 11-му, потихоньку мы движемся уровню и потом к последующему пробуждению. Ну и при убийстве он получает здоровье. То есть, допустим, вот этим умением он там снес 2 какие-то построечки, у которых было по 12, допустим. Соответственно, 64 здоровья он получил. То есть, соответственно, он становится 121 здоровья будет у него. Вот такой вот герой. Неплохо он в золотой шахте. В паре там с тем же самым паром. Ну и в лигах, но, конечно, надо его подкачивать, пробуждать. И вот уже на втором пробуждении он будет что-то, опять же, в лиге из себя представлять. Ну, это мое видение этого героя. В принципе, он и так может что-то выдать. Пробовал я его, но, к сожалению, частенько сносит его, так как здоровья маловато у меня все-таки его, то, соответственно, сносит его за один ход. За один ход, ну, сами понимаете, такой герой не очень нужен. Так, ну и по поводу Фредди. Опять же, обалденный герой, особенно, ну, как касаемо первого умения. Он должен по логике заходить в пачку хаоса, но он заходит в любую абсолютно, в принципе, пачку. Просто будет наносить урон и вашим. То есть наносит, в моем случае, 23 урона всем героям, кроме хаоса. При смерти дает случайному врагу, кроме зданий. Способность при смерти призывает Фредди, хозяина ужаса, в первый ряд врага. То есть осталось 3 раза. То есть 3 раза он будет поселяться в ком-то, чтобы потом вернуться, опять же нанести вот эти 23 урона. И если сдохнет, то опять уйти в какое-то существо, опять явиться, опять нанести. И так может 3 раза, ну 4 раза, если первое самое его порождение брать. 4 раза он, получается, нанесет по 23 урона. Пусть они будут там растянуты, не растянуты, но это очень сильно. При смерти дает врагу со способностью. При смерти призывает Фредди, хозяина ужаса. Способность при атаке получает 16. То есть тот враг, в которого вселился Фредди, получает 16 урона каждый раз, когда он атакует. То есть перед атакой он получает, ну при атаке он получает 16. То есть есть у него там 32, допустим, здоровья, он первый раз сходил 16, на второй ход он сдохнет, выйдет Фредди и нанесет 7-23. Ну если вы раньше, соответственно, этого противника не солили. Это очень сильно, но, конечно, опять же, это контрится немотой, это контрится тем же самым мертвым лордом, которого мы только что с вами разбирали, тем же самым Сантой и прочим, но все равно выглядит это очень сильно, и я очень хочу прокачать Фредди дальше, сделать его еще сильнее. Из тех героев, которые реально нравятся лично мне, но которых я не упомянул, их всего буквально парочка. Это, во-первых, Иштмала, скажем так, это бонусные 2 места. Но лично мое мнение вот по этим героям. Офигенный герой, который поможет вам и в приключениях, есть там некоторые такие плюшечки. Также, кстати, поможет вам очень сильно еще вот этот герой. Если вам попадается там фракция порядка, то набирайте, соответственно, к себе в команду хауситов каких-нибудь, природников и вперед. Природников нет, но хауситов. Либо тех же самых там, например, с этим, с Ванакаури. Пожалуйста, при появлении героя, кроме хаоса и зданий, замораживать его на 1 ход. И это очень сильно, особенно там есть несколько неприятных этапов в приключениях, где крыса участвует, скраб, которого мы разбирали перед этим в природниках.
Вот, и заморозить его на один ход и спокойно убить его своими героями, это очень многого стоит. Вот, поэтому тот герой хозяин ужаса и Иштмала древний бог. Это атакован, замораживает врага дальнего боя на один ход, имеет невосприимчивость и в начале хода дает здоровье союзникам. Обалденный, на самом деле, герой. Ну и второй, кого бы я хотел разобрать, я его не включил в топ, но на данный момент он довольно силен, но при этом контриться он опять же довольно легко, хотя и имеет невосприимчивость, его просто сносит. То есть выше пока прокачки я не видел его, но в основном он где-то выглядит вот так вот у многих сейчас. По здоровью и атаке. Но при этом ставишь кого-нибудь в полет, ставишь кого-нибудь там с невосприимчивостью того же самого Ореха перед ним, и в принципе его сносит. Но это не отменяет того, что сейчас, на данный момент, Черномор стал играбелен и стал действительно хорош. То есть он имеет невосприимчивость, при атаке исцеляет на определенное количество здоровья союзного варлорда и в конце хода получает доп. Атак. То есть там 2-3 хода он постоял, атак набрал, можно уже что-то сделать. Но контриться, опять же сказал, очень легко. Но при этом не получает вот эти все плюшки там от той же самой Шаамуны, которые сбоку там прилетают по 25, или от той же самой Ангелии не будет урон на него проходить. То есть вот такое вот. Это вот мои вот два бонусных места. Это Иштмала и Черномор. Но при этом и остальные герои хаоса ничуть не хуже. Тоже очень сильные герои. Но, опять же, обзор у меня есть на канале всех героев, которые были на тот момент. Ну и перейдем, собственно говоря, к стрелкам. Перейдем к стрелкам. И вот здесь уже сложнее. Первое место я все-таки разделил на две части. То есть потому что на данный момент я не могу игнорировать Гремори. Она действительно очень сильна. И на первое место я поставил Гремори. И я поставил Дискордию. Опять же, как это странно бы не звучало. То есть вроде как много отличных героев, но это мой топ, но могу я себе такое позволить. Я ставлю Гремори Дитя Ночи. При атаке она накладывает проклятие, оно будет увеличиваться на 2 случайных врага. И при смерти врага с проклятием, вот этим наложенным первым, накладывает проклятие, вот у меня 36, на вражеского варлорда. И имеет полет. Что это значит? Что пока жива Гремори, если умерли враги вот с этим первым ее умением, то есть накладывает проклятие на 7 единичек, ну, на данный момент на 7, то, соответственно, на варлорда накладывается проклятие, и оно суммируется. То есть первое ушло, допустим, 36, второе ушло будет 72, третье там 108, потом 144, и я доходил до 180. Пока что. Может потом и больше будет. Ну пока вот до 180. То есть это очень сильно. Это также может помочь в приключениях. Особенно либо с Грейс, либо там еще с кем-то, кто наносит там массовые уроны, те же самые там Трик тот же самый. Вот, то есть накидали проклятий, после этого лупанули по всем, там босса улетело там 180 те же самые. И потом, как он не закрывается танками и прочими, каждая тычка, существо его будет наносить вот этот вот урон. То есть полностью суммированный со всех, сколько там накопилось. Вот так это выглядит. Поэтому на данный момент я считаю Гремори очень сильна. Ну, это логично, нового героя ввели, делать его слабым, ну, никто бы не стал. Поэтому Гремори. Ну и переходим ко второй части первого места именно. Это Дискордия. Очень я ее тоже долго искал, ждал, пока она мне выпадет. В итоге выпала. Я качал ее изо всех там возможных источников. И вот 2 раза она у меня пробуждена. И сейчас ее уже могу 12 уровень дать на 2 пробуждениях. Это сильно. То есть дает дополнительную атаку 2 случайным союзникам. Она дает ее сразу. В отличие от Харона, который руны ставит. Вот, либо Амараки, который дает в конце хода ближникам, допустим. Здесь она сразу дает двойную атаку 2 случайным союзникам. В конце хода дает атаку союзникам хаоса. Ну, это если вы уже там базируетесь на основе хаоса все-таки. Ну и при смерти такая тоже приятная доп-плюшка посмертная. Наносит 29 урона врагам ближнего боя. Вот могу я еще добавить атаки, будет 93. Здоровье у нее, ну, логично, что меньше, чем атаки. Это все-таки атакующий персонаж. Вот первое место. Вот что я могу сказать. Дискордия вам пригодится абсолютно везде. Она может зайти как в приключениях, так, соответственно, и в лигах.
и в яме, и в башне. Я еще не видел, что Дискордия реально выходила плохо. Ну, если ее не ставить, конечно, на пустое поле. Отличный герой, просто отличный. Вот так она будет выглядеть, соответственно, на 16 уровне. Далее было уже все не так просто. Первое место мы с вами разобрали. И на второе место я выбрал Йорик, восставший, и госпожа Лотрик. Вот мой выбор второго места. Йорика тоже долго у меня очень не было. С ивента он мне не упал. Я его получал с магазина желаний. Ну вот, прокачал я его первый раз, пробудил. Вот сейчас потихоньку гоню на 11 уровень, чтобы еще раз пробудить. Потому что герой достойный. Герой стоит того, чтобы быть у вас в пачке. Притом неважно, это будет солянка или чистая пачка хаоса там или кого-то еще. Этот герой достоин этого на самом деле. То есть наносит урон героям в линии. При убийстве получает плюс атаку. И имеет перерождение. То есть как это выглядит все. Он выходит в ряд горизонтальный. Соответственно, по этому ряду сносит все, что есть. Ну, вот такой атака. Она может, но она будет потом, соответственно, становиться больше. То есть, допустим, он там снес двух там существ, получил за каждого 42, уже сотка стала. Там либо он выстрелил в Варлорда, либо слил кого-то еще, кто там из танков стоял. При этом его убили, он переродился, опять нанес этот урон. Соответственно, вот так это выглядит. Отличный герой, достойный, стоит того, чтобы находиться в вашей пачке. Ну и госпожа Лотрикс, это просто феерия, отличный герой. Перед атакой призывает две марионетки на союзные клетки. При атаке получает плюс атаку за каждую союзную марионетку. И в начале хода убивает случайную союзную марионетку и получает ее здоровье и атаку. А марионетки эти, помимо того, что они наносят урон противнику, который их атакует, они еще и снимают все негативные эффекты на вашей стороне поля. Кроме немоты. Единственное, что кроме немоты. Я здесь где-то наверху, опять же, выложу скриншот этой марионетки, все, что она умеет. Вот. Опять же, великолепный герой, можно использовать как в лигах, так и в приключениях. Она тоже есть некоторые моменты, где помогает. Также, и яма башни, она в той же самой яме, она может одна стащить, одна убить босса. Если ее вовремя прикрывать, расчищать ей поле, чтобы она наносила урон, она будет наносить очень много урона. Опять же, у меня вот она пробуждена 2 раза, и потихоньку гоню ее на 16 уровень. Вот такие пироги. Ну и в завершении, что касается третьего места. Опять же, поделим его на 2 части, будет у нас 6 героев здесь. Было много, опять же, достойных претендентов. Очень силен Амараки. Частенько может помочь очень сильно Мадам Агония. Но я выбрал немножко других героев. И именно это ТНТ Безумный Подрывник. И это Красная Жрица. То есть, что касается ТНТ. Во-первых, у него пробужден он у меня 1 раз, гоню его на 2-ю. Во-первых, у него очень неплохая атака. Но помимо этого, появляется на 11 уровне, в конце хода призывает 2 руны смерти. До этого призывает 1, и это, конечно, довольно слабо. С 2 это уже гораздо веселее. Можно спамить противнику с этими рунами на случайные вражеские клетки. При появлении врага получает способность. При смерти наносит 11 врагам. То есть это тоже копится, суммируется. Взрыв имеет. И в принципе все. Вот призывает руны смерти, это просто отличное умение. Также может помочь очень сильно там, и в яме, и в башне, если он вам пришел. Если он у вас хотя бы достаточно до 11 хотя бы докачан. В лигах его вижу не так часто, но если появляется, то обычно тоже может доставить немало хлопот. Ну а по поводу Красной Жрицы, это вообще один из топовейших действительно героев хаоса. Перед атакой дает вампиризм 12. В моем случае, опять же, союзникам. Постоянно забываю об этом. Сработал вампиризм. Наносит урон вражескому варлорду. Урон варьирует там на 10, грубо говоря, на 6, на 4. То есть вот так вот.
Сейчас у меня вот на данный момент 28-38. То есть, что значит сработал вампиризм? Она выходит, допустим, в верхней клетке где-то, в верхнем ряду. Соответственно, проатаковала. Внизу у вас там стоит 4-5 героев. Она каждому дает вампиризм. И, соответственно, каждый герой, атакуя, наносит варлорду от 28 в моем случае до 38 урона. Каждый герой, атакуя другого противника, не самого варлорда, а именно вот другого противника, будет наносить этот урон. Ну и при смерти дает атаку союзникам с вампиризмом. То есть она дала всем вампиризм, потом умерла, дала еще и атаку всем. Я считаю, великолепный герой, также может помочь. Было несколько приключений, где я ее брал, но тогда у меня не было еще Грэмори. Сейчас бы, наверное, я все-таки там ее поменял на Грэмори. Вот. Ну вот, в принципе, все, что касается топа. Единственное, хочу упомянуть все-таки Мадам Агонию. Это герой достоин того, чтобы быть в вашей пачке также. Это, скажем так, от меня бонусное место. 6-е. Ну, это уже 7-е получается. 6 мест там было героев. Превращает раненых врагов, кроме зданий, в кристаллы Мадам Агонии. В начале хода наносит урон врагам с максимумом здоровья, кроме зданий. И атакован кристалл Мадам Агонии наносит урон вражескому варлорду. Но основное все равно умение это первое, то есть превращает раненых героев. Но учитывайте, что это будут и ваши герои, и противника. Кристаллы Мадам Агонии. То есть перед ней, например, выпускаете Эостру, она всех долбанула разок, потом выпускаете Агонию и понеслась веселье карусель. Вот. Все, что касается топа хаоса. Я высказал свое мнение. Посмотрим, будете вы с ним согласны или нет. Ну а кто посмотрел видео, спасибо. Подпишитесь на канал. Кому не трудно, поставьте лайк, напишите комментарий. Это мотивирует и меня делать больше контента, стараться какие-то стримы проводить. Всех приглашаю на стримы, они нерегулярны, но я стараюсь хотя бы 2 раза там в недельку провести, пообщаться, ответить на какие-то вопросы. Вот. Ну, на этом все, пожалуй. Всем спасибо за просмотр еще раз. Пока-пока, ребят. Пока.